Всем привет, ребят! С вами Invisible. В этом видосе я хочу подробно рассказать про то, как настроить чувствительность. У меня уже был подобный видос на канале, он набрал 100 тысяч просмотров, но ему уже полгода, и я думаю, что он устарел. Пора выпускать новый видос. Вот. От вас лишь я хочу попросить хорошую отдачу в виде лайка, в виде подписки на канал и в виде комментария. Если от вас будет очень большая отдача, то от меня будет больше подобного контента. Но я вас затягивать не буду. Полетели на полигон. Сейчас я вам буду все рассказывать. Так, вот мы и находимся на полигоне. Я взял топовую эмочку, обвесы взял и прицелы взял. Далее мы заходим в настройки. Включаем гироскоп обязательно, потому что сейчас, в принципе, 90% игроков в PUBG играет с гироскопом. Вам также советую сделать. Далее заходим в пункт чувствительности и сбрасываем нашу чувствительность до средних значений, потому что от средних значений проще всего отталкиваться, как бы это банально не звучало. Вот. Значит, как мы будем настраивать чувствительность? Мы будем учиться зажимать без отдачи и будем учиться правильно, допустим, высаживать с машины. Ну, короче, настроим сенсу так, чтобы вам было комфортно. Ну, в первую очередь, вы должны также определиться, с чего вы будете играть на дальних расстояниях. С болтовок, либо с, допустим, с той же самой М-ки, да, зажимать. Это очень важно, потому что я буду сейчас настраивать сенсу под такие прицелы, как 3х, 4х, 6х. Сенса будет это большая, именно на гироскопе. А чем больше сенса на гироскопе, тем сложнее будет стрелять с болтовок. Я бы вам даже сказал, невозможно стрелять с болтовок на большие расстояния с таких прицелов, как 4х, 6х, 3х, потому что сенса будет очень большая. Вот. Если же вы хотите играть с болтовок, то вы просто делаете чувствительность чуть меньше. Но я вам сейчас вот все расскажу, короче. Значит, мы переходим в настройки, чувствительность. Я вам расскажу сейчас про каждый подпункт, который тут есть. Первый пункт — это чувствительность камеры. Именно свободный обзор, да, тут в скобочках. Это у нас глазик наш. От третьего лица, первого лица и в полете глазик, когда вы летите на парашюте. Ну, либо прыгаете с самолета. Тут все подписано. Персонаж, транспорт, десантирование и персонаж от первого лица. Вот. Второй пункт у нас это подпункт. Это чувствительность камеры. Это чувствительность камеры до того момента, когда вы, получается, начинаете стрелять. Соответственно, вот я бегаю, двигаю камерой. Это моя чувствительность, которая находится у нас во втором подпункте. В прицеле, большом прицеле, коллиматорном прицеле. Просто от третьего лица, от первого лица. Это постоянная чувствительность, назовем это так. Постоянная чувствительность. В прицеле, при стрельбе уже вступает в силу третий подпункт. Это чувствительность прицела. Это чувствительность, когда мы нажимаем кнопку стрельбы. Ее логично надо повышать, потому что такая у нас сенса комфортная, допустим, маленькая, наводиться, да? А при сжиме мы сенсу увеличиваем, чтобы нам было легче контролировать отдачу. Это логично, но у нас есть еще четвертый подпункт. Это гироскоп, чувствительность гироскопа. Тут уже все становится интереснее, потому что за счет четвертого подпункта нам третий подпункт уже не надо так увеличивать, как увеличивали мы до того, как играли, получается, без гироскопа. Вот потому что возьмем год назад, когда еще гироскоп не так был популярен, не все играли с гироскопом, все увеличивали чувствительность прицела, то есть третий подпункт, то есть добавляли значения и контролировали сенсу за счет пальца. То есть опускали пальчик вниз, и таким образом мы гасили нашу отдачу. Вот, но сейчас уже 21 год, как бы это странно не было, и почти все игроки, профессиональные игроки, просто игроки, перешли на гироскоп.
Давайте сейчас все буду по порядку рассказывать. Ну, давайте первый подпункт. Это глазик. Я его ставлю побольше. Давайте 160 поставим. Везде 160 поставим. Чтобы удобно было осматриваться, когда мы бежим. То есть мы бежим. Мы можем осматриваться. Очень удобно, да? Вот, это первый подпункт. Его оставляем так. Можете поставить 200, 300, кто как хочет. Я ставлю такую сенсу. Далее. Третье лицо во втором подпункте. Я тут ставлю сенсу где-то 120. Так вот. От первого и от третьего лица. Это постоянная сенса будет. Постоянная сенса от третьего лица. Чтобы можно было удобно двигаться, наводиться куда-то. Вот. Это тоже настраиваете вы под себя. Только кому... точнее, только кому удобно вот играть. Но слишком большую сенсу я не советую ставить, слишком маленькую тоже. Потому что мы будем еще добавлять гироскоп. Это оставляем так. Переходим сразу ко второму подпункту. Третьему точнее. И тут ставим также 120. Потому что у нас будет гироскоп. Тут нету смысла увеличивать чувствительность. Тут мы оставляем ее такую же, которая и во втором подпункте. Вот. Все, соответственно, когда у меня... точнее, когда я не стреляю, у меня такая сенса. И когда я стреляю, у меня совершенно такая же сенса остается. Думаю, вы поняли, да? Так, давайте гироскоп я сразу добавлю. Гироскоп советую ставить от 200 до 300. Ну, даже от 200 до 350. Давайте я поставлю 300 ровно. Вот. Вам надо уметь стабильно держать телефон, чтобы не было вот этой вот тряски. Вам надо крепкий хват, чтобы сильно не трясся экран. То есть мне удобно с такой сенсой. Как я тренирую сенсу? Я захожу в тренировку, обычную тренировку, настройки, ставлю все тут по максимуму. И только тело так ставлю. Все, начинаю ее. Подхожу сейчас сюда. И начинаю стрелять. Для меня это, в принципе, плюс-минус комфортная чувствительность, поэтому я отключаю эту тренировку. Так мы примерно настраиваем чувствительность, чтобы нам в клоусфайте было удобно двигать камерой. Так, давайте все. От третьего лица мы отключимся. Перейдем к прицелам. Ну, коллиматорный прицел. Я, допустим, как это делаю? Я сюда остановлюсь и начинаю пробовать быстро уничтожать мишеньки. Мне некомфортно, потому что пальцем не очень удобно делать резкие точные движения. Вот. Поэтому я сразу захожу в чувствительность. Тут не буду ничего трогать. Оставляю также 50-50%. А вот гироскоп ставлю 275. Уже покомфортней. Уже неплохо, но я добавлю еще чуть-чуть. 290 сделаю. Также можно тут пострелять. Возьмем патронов. Также потренировались по мишенькам быстро, понаводиться. И нашли свою сенсу таким образом, да? Вот, потому что сенса все-таки это дело индивидуальное. Брать чью-то сенсу не очень
правильно будет. Но опять же, вы можете взять мою сенсу. У меня девайс iPhone 11 Pro Max. У кого тоже можете попробовать мою сенсу. У кого какой-то другой девайс, можете взять мою сенсу, откорректировать ее немного, поставить больше значения, либо меньше. Это все вы будете делать под себя. Но я показал, как я настраиваю сенсу. То есть я вот сажусь и начинаю быстро стрелять по мишенькам. Тот, кто всю жизнь играл без гироскопа, и тот, кто перейдет на гироскоп после моего видоса, к примеру, в любом случае он будет испытывать дискомфорт, ему будет некомфортно, потому что он привык наводиться пальцем, а тут ему придется двигать телефоном. Это не очень комфортно, но неделя тренировок на полигоне, неделя игры в паблике, неделя игры в ТДМке, и все будет доведено до идеала, поверьте мне. Вы быстро привыкнете к гироскопу, потому что гироскоп — это имба. Так, коллиматор я настроил. Я перехожу дальше. Давайте тройку возьмем. Тройку я настраиваю уже зажимом. То есть проверяю зажим. Быстро перевожусь там. Да-то, да. Ну, в данном случае я перевожу сейчас пальцем. Но можно все довести до идеала с помощью гироскопа. Я захожу в чувствительность. Тут значение, в принципе, пока что трогать не буду. Оставлю так. 22-22. И тройку я начинаю ставить, ну, давайте 200%. Дефолт такой. Так, уже покомфортнее. Это я чисто гироскопом навожусь. Но давайте я попробую зажать. Во время зажима при такой сенсе я опускаю телефон вниз. И пальчиком тоже чуть-чуть помогаю, чтобы не кидал его в бока прицел. Смотрим, что получится. Я присел и начинаем зажимать. Так, мы берем, добавляем 1% сюда, 1% сюда, потому что мне не хватает чуть-чуть сенсы на палец и чуть-чуть на гироскоп. Соответственно, я беру, добавляю сюда процентов 15. Посмотрим, что получится. Уже неплохо, но добавляем еще 1% сюда и 1% сюда. На гироскопе чувствительность оставляем такую же. Так, сейчас гала немного. Неплохо, немножечко трясет, поэтому мы берем, добавляем еще 10%. Пробуем. Так, патроны закончились. Берем патроны и поехали. Так, примерно так мы настроили сенсу. Давайте еще попробуем встать сюда. И попробуем резко понаводиться. В принципе, плюс-минус мне комфортно. Я настраиваю сенсу полностью с нуля. Я не помню, какие значения у меня были. Я сбросил свою чувствительность и вот по новой ее настраиваю. Понятное дело, у меня сенса моя в облаке, но настраиваю все при вас. Такая сенса меня устраивает. Переходим к четверке. Так, на четверке у нас такая же картина, которая была в начале с тройкой. Поэтому заходим в чувствительность. Ставим среднее значение 180. На опыте предыдущей, так сказать, настройки добавлю сюда пару процентов на четверку и пробуем. Так, непонятно. Так, давайте добавим сюда еще 1%. Сюда 1% добавим. И тут сюда вот примерно, ну, давайте 20% на 200 поставим. В принципе, результат неплохой, я считаю.
Давайте возьмем, поставим сюда. Так вот, плюс 5%. И, к примеру, сюда плюс 1%. В принципе, мне этот вариант нравится. Давайте также попробуем резко понаводиться на мишеньки. Ну, в принципе, более-менее нормально, да? Ну, также давайте шестерку настроим. Full зажим с шестерки, без скручивания, да? Пишу я все сейчас с одним кадром, без сценария, поэтому не судите строго. Вот. Давайте сюда ставим значение 110. Сюда ставим значение плюс 2. И сюда плюс 2. Так, также садимся. Пробуем. Так, добавляем 1% сюда. Добавляем 1% сюда. И добавляем процентов 15. Ну, так вот где-то. Пробуем. Так, давайте добавим еще на пальчик. Плюс 1, плюс 1. И пробуем. Давайте еще добавим сюда. Плюс 10. В принципе, удовлетворяющий результат, я считаю. Давайте добавим еще на палец при зажиме плюс 1. Вот так вот. Пробуем. Вот так, ребят, я настроил чувствительность. Советую также настраивать и вам. Наводимся по мишенькам, стреляем по мишенькам. Стараемся это сделать максимально быстро за счет гироскопа. Допустим, как я быстро перевожу прицел с одной мишени на другую. Я делаю это полностью пальцем. Потом палец останавливаю. И во время того, как я останавливаю палец, я либо довожу гироскоп вперед на мишень, либо возвращаю ее назад. Ну, прицел свой возвращаю назад телефоном за счет движения телефона, да. Если вы будете тренироваться, то все с опытом со временем придет. Я вам показал свой способ настройки чувствительности. Если вам этот способ понравился, прожимайте свой лайк, подписывайтесь на канал и пишите любой комментарий. А лучше пишите, какой видосик вы хотели бы, чтобы я сделал. Я готов пилить такой обучающий контент. Главное, чтобы вам нравилось и вы его хотели, этот контент. Ну, на этом видос, я думаю, подошел к концу. Еще раз спасибо за просмотр. Прожимай свой лайк, подписочку. До следующих встреч.